Мы путешествуем по Кавказу. Отправившись на машине из Москвы и посетив по пути Тамбов, Волгоград и Элисту, прибыли в Кавминводы. Обосновались в курортном Кисловодске, приятно удивившим нас своей архитектурой, чистотой и красивейшим парком. Отсюда же прокатились на прогулку по романтическому Пятигорску. Проехали по захватывающей дух дороге в урочище Джилысу, потрогали снег и словили легкую горняшку на величественном Эльбрусе. И, наконец, полюбовавшись панорамами на перевале Гумбаши, перебрались в Домбай. А вот что будет в этой серии. Реально ощущение отпуска. Просто мы уже отвыкли от такого. Мы же из Москвы, мы дикие. И вы понюхаете. Без них бы мы как бы пешком только если идти. И уже что-то тяжело. В этом заповеднике нельзя делать ничего. И мы пойдем прямо вот так. Домбай — это 5. Это вообще супер-супер горы. Красотень. На Домбае надо пить Домбай. Высота очень крутая. Это все горы, горы, горы. Привет, друзья, из Домбая! Как вы поняли, мы приехали именно сюда, в одно из самых красивейших мест, на мой взгляд, России. И какие наши первые впечатления от Домбая? Классные, нам так понравилось. Вообще очень похоже на некоторые европейские места, на европейскую горную местность. Нам это чем-то действительно напомнило что-то от Швейцарии и прочего. То есть то, чего нету на Эльбрусе. Да. И то, чего нет на Эльбрусе, какая-то общая цивилизованность, аккуратность, как, ну я не знаю, как это сказать, дорога гораздо очень хорошего качества. Но дело не только в дороге. Вот мы сегодня с Аней еще раз сказали, что вот все, что находится около Эльбруса, напоминает какой-то колхоз, как бы, да, а здесь как-то все более цивильно. И прям реально такой городок-курорт, курортный городок. Ну, а что касается квартиры, то в нашем рейтинге... Аня, на какое место мы поставим эту квартиру в нашем рейтинге? У нас уже были Тамбов, Волгоград, Элиста, Кисловодск и теперь Домбай. Ну, первый с конца у нас Волгоград. То есть это где-то претендент на второе место с конца. Да, нет, на самом деле все очень нормально. То есть это не Волгоград, потому что в Волгограде вообще все, извините, было грязно. То есть тут вот, я могу даже показать, я открыла кухонный шкафчик, и я в обморок не упала. То есть здесь все аккуратненько стоит, у меня нет вопросов. То есть чисто... Темновато. Темновато, чисто, аккуратно, да. То есть то, что было в Волгограде, туда было страшно просто прикасаться вот к кухонным шкафчикам, потому что они были все липкие, грязные. Поэтому, в принципе... Просто у нас проблема в контрасте. Мы приехали из очень хорошей квартиры в Кисловодске, в шикарной. И хозяйка там чудеснейшая женщина. У нее все чисто, аккуратно, все продумано, понимаете. Когда сюда тыкаешься, да, там, ну, пойдемте туалетную бумагу, что ли, раз я сегодня по туалетной теме. Ну, например, покажу, да. То есть, ну, это вроде вот такая мелочь, да, но такие мелочи, они создают... Туалет тут. Ой. Я запуталась, просто у нас два санузла. Она как бы есть, но, честно сказать, ну, может, мы, конечно, сожрались, но мы уже от такой отвыкли. Ну, в общем, смысл в том, что, да, как будто немножечко не хватает ей уюта, но по большому счету, мне кажется, если мы завтра, когда мы завтра проснемся, вот, все будет намного лучше. Ну, собственно, что еще можно сказать? Здесь есть микроволновка, холодильник, плита электрическая. Какая-то странная, ну, в общем, нормально. Мы, кстати, реально приехали при свете дня, это впервые в новую квартиру, и, ну, это здорово, это приятно. Ну, собственно, санузел вы уже один видели, это прихожая, это, соответственно, спальня. Здесь можно создавать интимное освещение. И так уже все выглядит гораздо уютнее. Но необходимо сказать, что здесь реально прохладно, очень прохладно. Вот я начинаю уже по ногам чувствовать, что как бы идет холодочек, а здесь дубачок. Это нужно иметь в виду. И отопление, конечно же, пока что не включено. И что-то еще вроде гостиной. Здесь кресло, диван. Диван, я так понял, раскладывается, из него можно еще сделать спальное место. Я не знаю, жил кто-нибудь в этом доме. Мне кажется, кто-то жил все-таки, прежде чем эту квартиру начали сдавать. Дом относительно других в поселке выглядит достаточно новым. Я забыл вам еще показать, что ванная комната здесь отдельная. Душ здесь
прямо скажем, немножко доисторический. И здесь есть бойлер, то есть своя собственная горячая вода. Всегда. Вот так выглядит наш дом. Сейчас начало 9-го. Да, и здесь абсолютно нет никакого освещения. В общем, мы пошли на прогулку в поисках магазина. Так, здесь у нас экскурсии. Так, здесь у нас джипинг, Лебекский водопад. Вот он, собственно, видишь? Ну, вот это красивый водопад. А вот Бадукские озера. Ну, в общем, все освещение, которое здесь есть, это исключительно иллюминация от, вот, например, отеля. Отель Gold Star, практически LG. Здесь ярко, хорошо и приятно. Это простые жилые дома. Ну, в общем, так надо привыкать немножко, да, то есть такое как бы отсутствие цивилизации. Аня точно говорит, что ей нравится. А ты был в квартире потеплее было. О, отделение Почты России. Вот так вот, простенько, со вкусом. Пойдем, Полина, дальше. Вот, наконец-то здесь обнаружен единственный фонарь на доме. А мы ищем магазины. Здесь нету сетевых магазинов. Вот мы нашли универсальный магазин. Сейчас сюда зайдем. Посмотрите, как они выглядят. Вот приблизительно вот так. Ну вот, мы вернулись. Мы ходили искать магазин, и мы его нашли. И получили некоторый культурный шок. Но сразу хочу оговориться, что дело не в том, что здесь как будто что-то может быть не так, а дело в нашем восприятии. Можете считать нас избалованными московскими снобами, но просто мы уже отвыкли от такого. И, наверное, последнее, где я что-то видела, нечто подобное, это было у нас на Соловках. Да? Вот, мне кажется, там такого плана. Ну, в общем, о чем речь? Во-первых, это не супермаркет, да, то есть это универсальный магазин, где есть продавцы, и мы зашли в 2 магазина, и это везде так. То есть как бы я уже привыкла настолько все нюхать, смотреть, щупать, изучать. Я уже не говорю о том, что в нашей ленте у нас есть сканер, с которым мы ходим, сами пробиваем, да, вообще в контакт ни с кем не вступаем, но социопаты такие. Вот, тут дело не так, да, тут есть витрины, ну как это раньше все было, то есть ты смотришь, говоришь, продавщица тебе все складывает. Значит, наш улов. Вот такой вот сыр. На 50%, по-моему, он из козьего молока. Прям очень хочется попробовать. Пахнет вкусно, кстати. Прям сыром домашним. Понюхайте, понюхайте. И вы понюхайте. Мы взяли десяток яиц. Я в таком виде десяток яиц уже не видела, не знаю сколько. Ну, то есть, может быть, конечно, это не сильно удивительно в целом, но для меня это удивительно. Яйца в пакетике. Тоже нас уверили, что яйца должны быть вкусные. Завтра проверим. Как бы я привыкла, мы берем обычно по десятку тоже, но десяток это лоточек. Там всегда видно дата производства, срок годности. Вот мы взяли 3 помидорки. Нам сказали, что тоже очень вкусные. Нужно отметить, что помидоры пахнут помидорами. Из нальчика. Виноград без косточек типа вкусные. Ну, попробуем. Сосиски. Сосиски, отдельная тоже песня у нас получилась. Ну, во-первых, они телячьи. Мы попросили 5 штучек, а продавец нам сказала, что она... То есть у нее лежит вот эта вот большая упаковка. Я даже не знаю, насколько она там... 40 сосисок. Ну, может. Ну, может быть, не 40, не 30, никто еще. Нет, ну если вот как раз 4 раза, вот они... Ну, да. Вот, естественно, нам в таком количестве не надо. Он говорит, я не вскрываю упаковку, то есть если вы берете, то берете. А альтернативы лежали какие-то странные сосиски. Куриные. Но дело в том, что цена, да, у них, помнишь, сколько там, 80 рублей или... Я не помню. Какая-то цена, знаете, вот ощущение, что не из картона сделано. И тут тетечка раздобрилась и говорит, ну, у вас ребенок, говорит, я никому не разрезаю упаковку, но вам разрежу. И разрезала, и отсчитала нам 10 сосисок. Наш ужин – это пельмени домашние. Здесь реально видно, что это лепка. Ну, я, конечно, не уверена, что прям ручная, но, может быть, кстати, и ручная. Это наш ужин, мы сейчас будем пробовать. Я надеюсь, что это вкусно. Опять же, да, то есть сметана для меня, естественно, неизведанная. Вот тоже нальчик, кстати. Все другого ничего нету. А, да? Все но нальчик. Альтернативы-то не было.
Нет, я имею в виду, что альтернативы... Да, альтернативы не было вообще. Сметана только такая, только 20%, и только этот производитель. Купили водичку, вот. Между прочим, когда мы взяли эту 5-литровый баллон, нам продавец сказал, что вода в кране родниковая, и мы можем ее спокойно пить из-под крана. Она нас посмотрела как на идиота. Да. Она вообще все время нас смотрела как на идиота. Да, это точно. Что уж там. Но я призналась, я говорю, мы же из Москвы, мы дикие. И, значит, спонсор нашего вечера, спонсор хорошего настроения, бодрого. Это же мои успокоительные капли, как вы помните. Коньяк Домбай. Короче, мы решили попробовать, хотя на самом деле винзавод тот же самый, который был вчера, бутылка, которую мы пробовали, которая нам не очень понравилась. Ну, попробуем. Просто, наверное, на Домбай надо пить Домбай. Разговорились, расщебетались. Это все горы, горы, горы. И вот в результате наших махинаций мы, как и планировали, решили сидеть не на кухне, мы будем сидеть здесь. У нас домашние пельмени. Ну-ка, попробуй быстрее. А я пробовала уже. Как? Ну, нет, они реально похожи очень на домашние. Единственное, многовато все-таки тесто. То есть это, вот это, как сказать, уловка на продаже, да, где вот эта часть толстоватая. Но вообще по вкусу, да, похоже на домашние. Так, главный дегустатор. Ну, все нормально. Значит, можно есть. Ну, на сегодня мы заканчиваем. Такая у нас трапеза. Очень хочется спать, да, и вообще не хочется не делать ничего, потому что холодно. И прямо в данный момент вообще даже не хочется ни по каким горам ходить. Просто хочется на 3 дня под одеяло и спать. Поэтому вот, если честно, я вообще сейчас не хочу не строить никаких планов, хотя хочется, конечно, где-то погулять, походить, потрекить, похайкить. Но как пойдет. Все пойдет, как пойдет, да. А на сегодня все. Спокойной ночи и до следующих встреч. Все самое интересное впереди. Пока. Пока. На следующий день раскачивались очень долго. Усталость брала свое. Но ведь невозможно сидеть в 4 стенах, когда вокруг такая красота. Достаточно просто выйти во двор, и вот они уже тут. Остроконечные вершины, до которых, кажется, можно дотянуться рукой. Скалистый зуб Сафруджу, невысокий, но выразительный пик Театральный и склоны хребта Муса-Ачтара, куда поднимается канатка. Из заранее запланированного у нас было только 2 пункта. Первый, собственно, подъем на канатке, а второй – Алибекский водопад, который считается одной из самых легкодоступных туристических локаций в Домбае. На него мы и отправились. Первый квест – добраться до альплагеря Алибек. Туда ведет грунтовая дорога, но топать пешком 5 километров в гору не хотелось, а проезд на моей машине был под большим вопросом. Привет, друзья! Начинаем сегодняшний день без традиционного обращения к народу утреннего, потому что что-то мы долго собирались, то да сё, пока одно, пока второе. Так как вчера мы не решили ничего, просто приехали уставшие, поужинали, завалились спать, то решили действовать по обстоятельствам. А сегодня просыпаемся, день прекрасный. Солнце светит, небо ясно. Но глупо сидеть дома или просто тупо гулять по поселку. Поэтому мы решили сегодня первым делом отправиться на Алибекский водопад. Сюда ведет такая вот дорога. Ущелье Алибек, Алибекская дорога. Как? Ущелье Алибек. Ущелье Алибек. Вот. И дорога Алибек. И дорога такая же. И река Алибек называется. Алибек переводится как снежный барс. Алибек переводится как снежный барс. Я не знал, проедет ли здесь моя машина, потому что в интернете была противоречивая информация. Вроде говорили, типа там последние пару лет дорогу сделали получше, но она все равно грунтовая. Но сейчас мы отъехали, не знаю, еще километра даже не проехали. И, в общем-то, уже понятно, что я на своем бы автомобиле бы не проехал со своим низким клиренсом. Вот, поэтому мы
взяли джип. Здесь все время на въезде на эту дорогу стоят люди и за определенную плату вас отвезут и туда, и обратно. В общем, спасибо, что они есть. Без них бы мы как бы пешком только если идти. Вот такие вот пироги. Посмотрим, как там мои сзади. Одна моя уже спит. Ну а дорога выглядит как-то так. Сейчас уже точно не помню, но кажется, самый неприятный участок был в начале, а дальше вроде не так уж и страшно. Любой кроссовер точно с этим хайвеем справится. Думаю, что и седаны тоже, но тут каждый должен решать сам по своему авто и навыкам вождения. Лично я не стал рисковать, потому что шанс поскрести днищем, а то и оторвать что-нибудь все-таки был. И нервов этот 5-километровый участок у меня наверняка бы забрал прилично. База отдыха Алибек. Все, доехали. Чуть-чуть выше воды. Здесь можно номер снять, жить. Здесь гостиница. Зимой здесь полно, на лыжах катаются. Вообще, это довольно легендарное место. Именно здесь в 1936 году одним из первых на Домбае возник палаточный лагерь для альпинистов. Здесь же в свое время отдыхали многие известные советские ученые. И здесь же Юрий Висбор написал «Домбайский вальс». Вот мы до альплагеря добрались. Вот на этом УАЗике мы приехали. Вещи готовы. У меня, как обычно, переноска с ребенком и техника. Ну что, стартуем. Пихты растут, да? Прямо вот почти на камнях. Но это еще не на камнях. Итак, друзья, мы прибыли в альплагерь. Отлично, у нас водитель, мужчина, рассказывает, все интересно. И уже что-то тяжело. Мы прошли первые 10 метров. Подъем высоты 105 метров. Но это мы сейчас проверим. Я сейчас включу свой трекер. И там... Да, а мама нас уже покидает. Сказала, что она будет потихоньку идти. Вон как мы уже далеко ушли. Ну все. Репортажи будут по дороге. Первые метров 100 от альплагеря тропа идет по лесу и затем выныривает на солнечную поляну, с которой сразу открывается ошеломительный вид на Алибекский ледник. Невероятный, мощный, второй по величине в Домбае. Вокруг ущелья Алибек раскинулось несколько десятков красивейших вершин, высотой от 2 до почти 4000 метров. На широкоугольной камере они выглядят плоско, но позже мы на них еще полюбуемся с лучших ракурсов. Ну что, ваши впечатления от маршрута? Ой, мне очень нравится, отлично. Прекрасное место. Очень рада, что мы сюда приехали. Так вот, мне сначала сказали, что стоить доставка туда-обратно будет 3000. Я сторговался до 2500. Меньше категорически отказываются. Так что имейте это в виду. Но если у вас хотя бы даже кроссовер, или даже если седан, но с повышенным клиренсом, например, я видел, как Сандера там ехала, то у вас есть шанс проехать. У меня, к сожалению, изначально у машины клиренс низенький, плюс даже сейчас у нас по-прежнему нагрузка достаточно большая, поэтому я не рискнул. И дальше я понял, что-нибудь бы я все там оторвал. Это однозначно. А мы подошли к пограничной зоне. Нас сейчас здесь будут чекать. Здесь нужно сказать, что в начале автодороги к альплагерю необходимо оплатить экосбор в 200 рублей с человека. И там же граждане России могут оформить пропуск для посещения пограничной зоны. Вот видишь, к Турему озеру закрыт проход в связи с ремонтом мостов. Очередная красота здесь у нас.
Сейчас идем. До Алибекского водопада 650 метров написано. Это Тебердинский заповедник. Каждый водопад неповторим. Нам туда. Отдельно скажу, что в этом заповеднике нельзя делать ничего. Охота нельзя, рыбалка нельзя. В палатке можно ставить только в артлагере. То есть ночевать тоже нельзя, уж тем более разводить костры. Грибы собирать нельзя, малину собирать нельзя. Только можно идти и по пути есть. Но зато можно сходить в туалет. Давайте мы просто заглянем, так как мы специалисты, эксперты по туалетам. О, не дай бог туда заходить. Ну, цивилизация, да? Нет, даже особо не надеялся. Начинается острокаменный спуск. Давай пропустим, а то мы медленные, товарищи. Тропа ушла в лес. Она стала узенькой, каменистой, корнистой. Я называю такие тропы корни каменистыми. И почему-то тропа резко пошла вниз. Подождите, стойте. Мне это категорически не нравится. Потому что потом на обратном пути она превратится в тропу вверх. Оп. Оп. Толь, скажи оп. Оп, оп. Вот это участок. И посмотрите, какие свиньи там насвинячили. Не знаю, видите вы, не видите, но это свинство просто ужасное. А тропа, по которой мы идем, оказалась в буквальном смысле рукотворной. В 1956 году ее протарил альпинист и фотограф Геннадий Кук. Благодаря этому замечательному человеку появился короткий путь к водопаду, тогда как раньше к нему ходили через Алибекский ледник. Смотри, Полина, ручей. Здесь даже есть мостик. Но мы с тобой смелые альпинисты, и мы пойдем прямо вот так. Это шумит ручей. А если вы прислушаетесь, сейчас я немножко отойду, по мостику пройду. Оп. Так, Полина, осторожно. Вот, ручья теперь не слышно. И если вы прислушаетесь, то уже слышно, как шумит водопад. А это просто речка. Ну, я сам обманулся, честно вам скажу. А это всего лишь река. Вот они и появились, водопады. Мы почти пришли. Да, только это ты видишь вот это? Ну что, небольшой экстремальный спуск. Полин, пойдем? Эту воду можно пить. Я знаю, да. Так что, когда бутылка у нас освободится, мы на обратном пути ее можно будет набрать. Она, правда, ледяная. Вот попробуй ее. Да я представляю. Я бы опустился, но я потом не поднимусь. В самом конце тропы нас ожидал еще один крутой спуск сразу на несколько метров. А Полина, впервые в жизни столкнувшись с такой мощью и впервые оказавшись так близко к водопаду,
не сдержала эмоций и по-своему выразила неподдельный восторг от увиденного. Ну вот мы практически на месте. Представляем вам с Полиной Алибекские водопады. Вот они. Алибекский водопад образуется падением реки Джалавчатка, вытекающей из Алибекского ледника, с высоты более 25 метров и является одним из самых больших в окрестности. Считается, что нельзя побывать на Домбае и не увидеть это творение природы. Благо, добраться до водопада по сравнению со многими другими локациями действительно просто. Вы будете удивлены, но еще в 30-х годах прошлого века водопада не было. На его месте находился язык ледника. Теперь же ледник ушел далеко вверх и продолжает каждый год отступать на 1–1,5 метра. Зато мы получили такую красоту. Не знаю, будет ли меня слышно, но я знаю, что можно перебраться через реку на другую сторону и подойти вплотную к водопаду. Не знаю, буду ли я это делать. Сейчас я пока что разведаю путь, где можно перейти реку. В принципе, я это уже вижу. Нужно чуть ниже по реке спуститься, метров 50. И там есть переходик. Но сейчас буду пытаться его штурмовать. Вот по такой тропе. Дымс, дымс, дымс. Островок, островок. И вот он, этот переход. Но переход не очень приятный, но вполне себе преодолимый. С Полиной мы, конечно, здесь не пойдем. Это слишком рискованно. Поднявшись непосредственно к водопаду, можно лицезреть улучшенные виды на окружающие горы. Вдалеке, в сторону Домбая, справа вверху виден Домбай-Ульген. Его вершина прикрыта облаком. С этой вершины не уверен, но возможно, что это пик Кап. А на противоположной стороне отлично видно вершины горы Семенов-Баши. Но это вновь водопад в непосредственной близости. Кстати, камни, с которых падает вода, называются бараньи головы. Это общее название для скал, отполированных движением ледника. Итак, если прийти с того берега, перейти сюда, подняться, здесь совсем недолго пройти нужно, и мы оказываемся непосредственно перед водопадом. Так сказать, первый ряд, первое место. В принципе, можно подняться туда выше, но я этого делать уже не буду, потому что Полина там уже вовсю буянит, и нужно возвращаться к родным. А так люди поднимаются прямо над водопадом, там пикники устраивают, туда уже мало людей ходит, поэтому вполне можно рекомендовать. Ну а я побежал обратно. Давай, ребят. На обратном пути вновь преодолел реку по этой не очень надежной конструкции. Понятно, что это стихийно организованная переправа, и лучше такая, чем ничего. Но даже без рюкзака переходить было некомфортно. Подозреваю, что каждый год, а то и несколько раз в год эти приспособления река попросту смывает. А полноценный мост пока не построили. Ну, а мы дождались момента, когда остались одни и еще немного посидели у водопада, после чего отправились обратно. На удивление, обратная дорога не показалась сложной, хотя тропа от водопада до погранпункта шла все время вверх, по неудобной каменистой тропе. Остается добавить, что от погранпункта есть еще ответвление тропы на Турье озеро. Это еще чуть менее 2 километров, с набором высоты около 250 метров. Чуть посложнее, чем на водопад, но вполне преодолимо.
Ну а мы напоследок еще раз полюбуемся на ледник и на символ Домбая, красивейшую вершину Белолакая. Кстати, обращаю ваше внимание, что переход рек вброд, купание опасно для жизни. Как вы видите, ребенка мы ушатали. И это первый раз, когда она заснула в рюкзаке, не считая инцидента на Эльбрусе. Но здесь она заснула совершенно самостоятельно и совершенно по собственному желанию. Виды здесь просто бомбические. Домбай — это 5. Да, однозначно. Пока это, наверное, самое сильное впечатление от поездки. Ну, Джилусу было круто, конечно. Ну, здесь горы просто красивые, поэтому мне это все равно впереди, на первом месте. Здесь сами все горы выше, красивее, круче, с ледниками. А что касается маршрута на Алибекский водопад, для тех, кто регулярно хайкит, занимается хайкингом, в общем, для них этот маршрут будет вообще легкотня полнейшая. То есть, если бы у меня, например, не было за плечами Полины, я бы сказал, что это Лайтовый. абсолютно лайтовый, просто прогулочка. Так, смотрите, здесь уже на некоторых деревьях начинается осень. Реальное расстояние туда 1,5 километра и обратно тоже 1,5 километра. То есть, в общем-то, фигня. Первая часть маршрута проходит по вот такой вот дороге автомобильной для внедорожников. Вторая часть маршрута по лесу, который вы уже видели. Приблизительно 50-50 по расстоянию. Но, конечно же, этот трек будет гораздо сложнее, если вы пойдете непосредственно от поселка Домбай. Потому что тогда нужно будет вот эти 5 километров, которые мы преодолели на УАЗике, их нужно будет преодолеть на своих двоих. И это значительно удлинит путешествие, потому что там сплошной подъем, и идти по этим камням, удовольствия мало. Это вообще супер горы, очень красиво. Мне нравится намного больше, чем регион Эльбруса. Тут вообще идешь и не знаешь, куда смотреть. Ну, то есть хочется смотреть все время на горы, потому что это завораживает, а надо еще смотреть под ноги. И на Полину. Ну и на Полину обязательно, да. И это единственный маршрут, к сожалению, в Домбае, который такой вот лайтовый, который можно с ребенком пойти. Но, в общем, все остальные маршруты либо нужно куда-то далеко ехать, либо это на внедорожнике подъезд. Единственное, Бадукские озера есть. Бадукские озера. Я собирался на них, но реально оценивая свои силы, опыт уже накопившийся похода с рюкзаком переноской с Полиной, мы решили, что мы не пойдем на Бадукские озера. Это целый день, достаточно такой убойный, а мы уже немножко хотим более расслабленного отдыха. Поэтому мы будем расслабляться, но красивые виды это не отменит. Еще много будет впереди интересного, у нас еще целых 2 дня. Мы по поселку погуляем, еще в одно интересное место съездим. Но с хайкингом, наверное, мы в этой поездке будем заканчивать. Вот, собственно говоря. Так что Алибекские водопады, если вы с детьми, приезжайте. Очень лайтовый и красивый маршрут. И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делать репосты и писать комментарии о том, как вам это все вообще понравилось или не понравилось. Все, нас привезли, мы вернулись. И я показываю вот это место, где, собственно, сажают людей, то есть где можно пересесть на УАЗике и поехать наверх. Знак, что здесь заканчивается Домбай, и вот здесь они обычно стоят. Подходите, договариваетесь и едете наверх. Там вот асфальт заканчивается и начинается то самое бездорожье. Но я, кстати, видел много разных машин, то есть и Шкода Йети проезжала спокойно, и Сандеро, соответственно. Даже шестерку там видел. А у непосредственного альплагеря там стоял Toyota Camry. Так что, в принципе, наверное, проехать можно, если осторожно. Но
Я думаю, что мы сделали правильный выбор, потому что нервы все сберегли. И не дай бог бы что-то случилось, а случиться может легко. Клиренс у меня вот совсем невысокий. А цепануть там на некоторых участках камешек как дважды два. Ладненько, на этом с Алибеком все. Наверное, будем двигать домой. Итак, мы вернулись с Алибека, хряпнули, ибо нам хотелось расслабиться. Мы немножко расслабились, точнее не то, что немножко, уже в общем-то хочется спать пойти. Вот, но нам же нужно поужинать, мы же сегодня вообще кроме завтрака ничего не ели, по сути говоря. Ой. Ну вот, и поэтому наш дурдом собирается на очередной выезд. Ура! Полина, ты меня поддерживаешь? Покажи ребенка. Ура! Ну пойдем. Дурдом на выезде. Знаешь, куда бутылку выкидывать? Ну, он сказал нам приблизительно, где искать мусорку. Просто сейчас Полина написала бутылку. Полин, молодец. Пошли выкидывать бутылку. Что характерно, нам сразу же сказали, что дверь здесь никогда не закрывается. Да, код нам сказали, но он сказали, вам никогда не пригодится. Так, у нас очередная, значит, прогулка по вечернему Домбаю. Мы идем за шашлыком. Домбайские мусорки. Полина принесла свою. Кидай. Во, молодец. Ой, ладно, не занимайся. Молодец. Мусор к мусору. Где-то здесь бежит река. Может, даже мы увидим ее. Ой. Нет, к сожалению, не видно. Шашлыки, форель, хычин, шорпа, лагман. Ну что ж, а мы продолжаем движение по Домбаю. Одну цель мы выполнили. Оля, нам сюда. Вышли на освещенную улицу. Вот, и в общем мы сейчас в поисках шашлыка. Нам сегодня наш водитель, который возил нас на Алибек. Поля! Боже мой, как ты это перескочила, я вообще не понял. И такая дребедень каждый день, каждый день. Слушайте, сегодня реально ощущение отпуска. Впервые за все время вот абсолютного отпуска. Такая полная расслабленность. Уф. Да, классно. И, в общем, нам посоветовали настоящий шашлык. Самый вкусный в Домбае. Это маленькая такая неприметная или приметная деревянная хижинка. И здесь прям вот дымит, все дымит. И мы прям сюда идем заказывать себе шашлык. Вот он прям, посмотрите, как жарится. У нас доставка есть, кстати. У вас есть доставка. Здрасте. А с собой можно будет, да, шашлычок сделать? Вот так выглядит баран, еще не готовый, но готовый для прожарки. А вот так выглядит баран, которого мы будем есть. С картошечкой печененькой. Красотень. Вот так выглядит настоящая шашлычная. Если что, она находится рядом со Сбербанком. Вот здание Сбербанка там. Это вот Аланская улица. А нет, это Карачаевская улица. А вот здесь начинается Аланская улица.
Это эти пепел, да, это наловит. Ну и туда дальше уходит Карачаевская улица, и туда, в принципе, центр Домбая. Мы туда еще не ходили, но обязательно сходим. Уф, жаль, что вы не чувствуете эти запахи. Но мы-то чувствуем. Вот она, эта баранинка. Ух, как нам ее долго жарили. Мы думали, уже не дождемся. Там истекли слюнями. Ой, у нас российский нож, кстати, Да, цвет я российского с первого дня флага. заметила. Вот, в общем, это баранина, это один шампур всего Да. лишь. Печеная картошечка, в лавашек все это нам завернули. В общем, я чувствую, что утренние обращения к народу заканчиваются, потому что у нас все теперь по вечерам происходит. Такие вкусные, я надеюсь. Слюни. И что я хотел сказать. В Карачаево-Черкесии алкоголь продается только до 9 вечера. Но благодаря Чуду. чуду, хитрости, находчивости всех желающих выпить, был найден консенсус. Мы не будем рассказывать, где и как, Подробности. чтобы не палить контору, как говорится. Но суть в том, что мы обзавелись новой бутылкой коньяка Домбай. И, кстати, я забыл сказать, что нам вчера он очень понравился. Да. То есть, в отличие от Просковейского, хотя это один и тот же комбинат, или там, кто это делает, винзавод. Вот. Но Домбай, он немножко подороже, но он реально вкуснее. Вкуснее. Приятнее. Ну, у нас сегодняшний день завершается. У нас наступает пора какого-то спокойного отпуска. Реально вот прям чувствуется такой расслабон. Чувствуется отпуск наконец-то в полном смысле этого слова. А уж дальше нас так еще вообще ждет такой отпуск, на котором снимать будет особо нечего, но будет совсем полный расслабон. В общем, на сегодня все. Домбай у нас еще 2 дня, так что много интересного. И до завтра. Пока-пока. Пока, друзья! С добрым утром! Привет, дорогие друзья! Сегодня 18 августа. Сбился со счету, какой сегодня уже день. И мы наконец-то вышли на улицу в 5 часов вечера. Сколько времени? 5:07. Поздоровайся. Привет! А я же уже говорила с добрым утром. Ну что сказать, сегодня у нас такой максимально расслабленный день. Мы просто вышли сейчас на прогулку по Домбаю, показать вам его, этот поселок, какой он симпатичный. Прогуляемся до центра Домбая. Ну, вот сегодня так получилось, что на меня навалилась работа, пришлось много поработать, потом еще высыпались. Да, такой бездарный немножко день, но зато максимально расслабон, и мы максимально отдохнули. А сейчас у нас есть пара световых часов при свете дня, чтобы посмотреть на поселок. Жизнь здесь бурлит, можно сказать, кипит. Очень много туристов, постоянное какое-то движение. Ну, сейчас самый сезон, самый пик. Как нам вчера сказал Джамбулат, водитель, который нас возил на Алибек, он сказал, что после 20 августа наступает затишье. Все готовятся к школе, разъезжаются, а с сентября опять все начинается, потому что очень многие люди приезжают посмотреть на Домбай в период золотой осени. Итак, прогуляемся по Домбаю. В этом замечательном поселке обнаруживаются все те же характерные приметы российских горных курортов, которые мы наблюдали еще в Прельбруссии. Стихийная застройка, заброшенные здания, мусор, неопрятность. Но вы знаете, при всем при этом поселок в целом оставляет приятное впечатление. Здесь как-то уютно, что ли. Может быть, дело в Домбайских горах? Домбайская поляна, где расположился поселок, находится на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Это так называемая межгорная котловина, которая является центром соединения 3 ущелий – Алибека, где мы побывали вчера, Аманауза и Домбай-Ульгена. Сюда же стекаются и одноименные горные реки. Слово «Домбай» или по-карачаевски «Доммай» переводится как «зубр». Вроде бы когда-то в местных лесах бродили целые стада этих животных. В наше время первые туристы появились на Домбае в 20-30-х годах прошлого века.
Стали возникать палаточные лагеря, затем турбазы, и, наконец, в 1965 году появились первые жилые дома, после чего Домбай получил статус поселка. Со временем здесь построили большие гостиницы, и еще с 70-х годов начали строительство канатных дорог. Были построены маятниковая и 5 очередей одно- и двухкресельных канатных дорог. А в 2004-2007 годах построили новую гондольную дорогу и 2 участка многокресельной канатки, поднимающие туристов почти на вершину хребта Муса-Читара. Сейчас в Домбае официально проживает всего 654 человека, но понятно, что в сезон людей в несколько раз больше. Как таковых достопримечательностей в поселке нет, кроме разве что подвесного пешеходного моста через реку Аманаус, рядом со станциями Старой и Новой Канаток. Его еще называют «мостик для поцелуев». Виды отсюда отличные, в том числе на красавицу вершину Белолакая, а от высоты захватывает дух. Переходим через такой мостик, и здесь, нужно сказать, высота очень крутая. И с другой стороны. Здесь сливаются 2 реки, наверное, я так понимаю. Название не скажу. Ну, а мы продолжаем следовать дальше, в сторону заброшенной гостиницы и канатной дороги. Ну, а за мной находится канатная дорога. Это новая канатная дорога. Мы в этот раз сейчас на ней не поедем, просто приценимся. А либо завтра, либо послезавтра обязательно поднимемся наверх. Правда, открытых кабинок здесь только... Открытые кабинки только на первую очередь. Так, посмотрим цены. Первый подъемник — это закрытый фуникулерчик, 500 рублей взрослый. Второй подъемник уже открытый 6-местный. И третий — это открытый 4-местный. Все вместе будет 1300. До 31 августа проводится вот такая вот акция. Чуть-чуть подешевле. И, кстати, вот еще расписание режима работы. А за мной вы можете видеть один из символов Домбая. Недостроенная, еще в советское время, по-моему, строили эту гостиницу, но так и не достроили из-за каких-то косяков, обнаруженных при строительстве. Поэтому она стоит такой вот глыбой мрачной. Ну, не сказать, что прям сильно портит вид, но выглядит немножко странновато. На самом деле, причины, по которым гостиница так и не была введена в эксплуатацию, покрыты мраком тайны. Открыться она должна была еще в 1985 году. В общем, сейчас это тоже своего рода достопримечательность, и находится она прямо рядом со станцией Новой Канатки. Ну что, вот мы прошли значительную часть поселка, и что можно сказать по итогу? По итогу можно сказать, что Домбай — это сплошные гостиницы, кафе, лотки с сувенирами, самыми различными и другими товарами, и многочисленные предложения джипинга, экскурсий и так далее. В принципе, что можно еще ожидать от курортного поселка? Это абсолютно туристическое место. Когда люди приезжают кататься на лыжах, что тут еще нужно? Гостиницы, едальни, горы. Да, главное — это виды, окружающие виды. Но в целом поселок выглядит достаточно аккуратно. Да? Хотя, вот я говорю, очень много людей. Там мы сейчас ушли прямо с центра. Вот очередные предложения экскурсий. Это, по-моему, центральная улица. Вот мы по ней сейчас до самого конца, наверное, дойдем. И пойдем обратно. Даже не знаю, что вам еще рассказать про поселок Домбай. Потому что делать здесь, в общем-то, абсолютно нечего. Только есть, да пить, да спать. Но мне очень нравится. Мне очень нравится. Даже если здесь нечего делать, только есть и спать. Это же тот отдых, о котором я так мечтаю. Но это надо опять привет передать бабуле. Вот, вместе с Полиной. И приехать сюда есть, спать и смотреть на горы. Ну, поскольку мы не катаемся на лыжах. Ну, в принципе, ты сегодня почти выполнила свою программу. Не ела только. Не ела только, да. Но я надеюсь, это впереди сегодня. Еще. Ага. Я думаю, помимо хачинов, надо будет еще обязательно форель попробовать. Да, что-то она тут такая популярная. Ну, потому что здесь форелевые хозяйства, Ну, их много. Есть причем озерная, есть речная. Ну, вот мы так прошли практически до конца Домбая, или до его начала. То есть приехали мы вот по той дороге. Здесь стоят такие шлагбаумы. Не знаю, правда, когда они
закрываются, потому что курорт работает круглогодично. Есть какие-то заброшенные заведения с какими-то доисторическими мониторами. Пойдем теперь по главной улице, это Карачаевская улица, собственно, и по ней пойдем теперь в другую сторону. Ну, точнее, в сторону дома, но именно по ней. Не через Поцелуев мостик, да, тот мостик назывался Поцелуев. Не взяли мы ни коляску, ни рюкзак-переноску, и ребенок устал, говорит, все, хочу только на руках, только на руках. В общем, сейчас мы поищем какую-нибудь кафешечку. Вот так вот, то туда, то сюда. Поищем какую-нибудь кафешечку, там перекусим, благо их здесь миллион. Про кафе смотрите в самом конце, а мы на этом прощаемся. В следующей серии будет еще несколько крутых мест Домбая, поэтому подписывайтесь, если смотрите нас впервые. И от всех традиционно ждем лайков, комментариев, репостов, чтобы поддержать наши старания по созданию видео. Поддержать можно и донатами, ссылка в описании. А на сегодня почти все. До встречи! В общем, мы в кафе там пообедали, поужинали. Кафе «Шумка» называется. Практически на въезде в город, в поселок. Снимать внутри было нереально, потому что Полина неуправляемая. Мы по очереди поели. В общем, у нас в кафе пока что тяжело получается в этой поездке. С ребенком очень тяжело это все. По крайней мере, с нашим. Все, вот она прощается. Пока! Андрей в восторге, ему очень нравится ужинать с собственным ребенком, а еще бонусом бегать с Полиной с другими детьми. Да, то есть Полина отказалась есть, отказалась смотреть мультики, скандалит. Но она явно уже спать хочет, устала. И все время рвалась на улицу, поэтому мы вот так вот по очереди ходили с Аней, несли вахту, как говорится. А тут еще пришли другие гости, тоже с маленькими детьми, приблизительно возраста Полины, плюс-минус. Ну, что касается самого кафе, мы до этого заехали в кафе, какое-то называлось какой-то Аш, здесь совсем неподалеку. Вот, нас смутило достаточно не очень любезное обслуживание, какой-то пустой зал. В общем, мы оттуда ушли, и цены нам не очень понравились. Из обслуживания сразу же 10% берут они. Поэтому мы перешли в это кафе «Шумка». Но в кафе «Шумка» оказались абсолютно такие же цены, те же самые 10%. Мы решили взять по минимуму, взяли форель, барбекю, абсолютно оказалось безвкусное. То есть 400 рублей выкинуты в никуда. Полине взяли порцию пельменей, которые она не съела, но мы их взяли с собой, и чай. Но обслуживали не очень долго, то есть мы смогли поесть достаточно быстро. Но как бы в целом никаких восторгов абсолютно. То есть я так понимаю, что здесь вот эта туристическая структура приводит к тому, что каких-то сногсшибательных вкусных кафе здесь, наверное, я не знаю, но мы пока в одном только были. Ну, цены, кстати, тоже, я считаю. Цены совсем не маленькие. 400 рублей, мне так жалко. То есть вот то, что я сейчас рассказал, как бы, да, нам это все обошлось с этими 10%, 825 рублей. У меня было только 850, я не дождался сдачи, но уже бог с ним. Это 10% включены. То есть получается, за то, что я ушел оттуда голодный, мы все оттуда ушли голодные. Ну, Полина по собственному желанию, конечно. Неадекватная цена, неадекватная. Но это все туризм. В общем, пока что от кафе впечатление не очень.